Сегодня в Турции проходят всеобщие выборы – президентские и парламентские. В гонке за пост президента вровень идут два фаворита. Это действующий глава государства Реджеп Таyyip Эрдоган и оппозиционер Кемаль Кылычдароглу. Результаты голосования определят не только президента Турецкой Республики на ближайшие 5 лет, но и путь, по которому будет развиваться страна. Один из главных и самых заметных автократов планеты может сегодня потерять власть, и шансы на это очень велики. Опросы показывают сейчас примерно 47% за Эрдогана и 49% за оппозиционного кандидата. Чтобы победить в первом туре, надо набрать 50% плюс 1 голос, и оба кандидата могут это сделать. Давайте сегодня подробно разберемся, что же там в Турции происходит. Но прежде чем начнем, вопрос. Я тут в Японию собираюсь. Там нужно снимать ролик про Вторую мировую. Но не уверен, стоит ли туда ехать, потому что далековато и дороговато. В связи с чем хочу узнать, есть ли у меня в Японии зрители, особенно крупные жертвы телеканала. Как обычно, за крупное пожертвование в $1000 можно будет посетить съемки с плюс 1 человеком еще. А в $2000 можно будет прийти вчетвером и еще и получить книгу с подписью. Буду, если поеду в Токио и Хиросиме в конце мая. Если интересно вам такое, напишите, пожалуйста, менеджеру канала в Telegram в описании. Ну все, начинаем. Так вот, Турция. Если не присматриваться, мы имеем дело с обычной персоналистской автократией, банальной, как магазин «Пятерочка» на районе. В базовой архитектуре турецкой власти нет почти ничего интересного. Все интересное в деталях. Первая деталь состоит в том, что Турция не консолидированная автократия. Это не автократия, которая умеет контролировать процедуру голосования от и до. Да, она умеет контролировать предвыборные процедуры, регулирует допуск кандидатов и их доступ в СМИ, имеет рычаги влияния на правоохранительную и судебную систему. Но когда дело доходит до дела, то, до дня голосования, то никакой единой вертикали фальсификации у турецкой автократии нет. Прямым следствием этого является тот простой факт, что во всех крупнейших городах – Стамбуле, Анталии, Анкаре – власть находится в руках оппозиции. Сам же Эрдоган опирается на население малых городов и сельской местности. В этом смысле Турция напоминает скорее Венгрию или Польшу. Вторая деталь – устройство турецкой экономики. Турция не существует за счет сырьевой ренты. Ее экономика не монополизирована государством и близкими к автократу олигархами. Львиную долю турецкой экономики, почти 53% ВВП, занимает сектор услуг, высококонкурентный по своей природе. Это значит, что необходимого для любой классической автократии единства власти и собственности в Турции не создать по определению. Сектор услуг всегда концентрируется в городах, особенно в крупных. Турция до предела урбанизированная страна. Тут за пределами городов живет менее четверти жителей. Что делает ситуацию еще более парадоксальной. Самые слабые позиции у Эрдогана именно там, где сконцентрированы наибольшие финансовые ресурсы и наибольшая доля населения. Третья деталь, совершенно не характерная для наших широт – политическая роль армии. Армия в Турции традиционно самая светская и самая вестернизированная сила. Она не единожды становилась политическим актором, когда к власти приходили чрезмерно религиозные товарищи и над страной нависала угроза диктатуры. Правда, при Эрдогане роль армии сильно снизилась после неудавшегося госпереворота военного, но об этом мы еще поговорим. Таким образом, Турция – это вам не российский или белорусский режим. Тут просто нет тех обстоятельств, тех же исходных данных, которые позволили Путину и Лукашенко в свое время захватить власть. Именно поэтому, прежде чем перейти к разговору о выборах, мы разберемся, что же собой представляет режим Эрдогана и как он уживается с турецкой политической культурой и традицией. Действующий глава Турции Реджеп Таyyip Эрдоган возглавляет страну уже 20 лет. В 2003-м он стал премьер-министром. Турция тогда была парламентской республикой. В 2014 году Эрдоган изменил конституцию и стал президентом, теперь уже в президентской республике. А в 2018-м, после очередных правок конституции, он и вовсе упразднил должность премьер-министра, усилив режим персональной президентской власти. В 2016 году военные решились на переворот. Провал мятежа позволил Эрдогану провести политические чистки в турецкой армии. А ведь на протяжении десятилетий армия охраняла светский характер государства.
Но после 2016 года ее роль в госсистеме была подорвана. Таким образом, пошатнулась одна из основ турецкой системы сдержек и противовесов. В турецком однопалатном парламенте текущего созыва большинство имеет партия справедливости и развития, основателем и лидером которой является Эрдоган. Партия имеет современный логотип в виде зажженной лампочки и ситуативно использует прозападную риторику. Однако по своей сути это турецкий филиал радикального международного движения «Братья-мусульмане». Оно исповедует исламский фундаментализм и даже запрещено, кстати, в России. Но на партию Эрдогана запрет не распространяется, ведь формально это отдельная политическая сила. Стратегическая перспектива Эрдогана – очевидное движение в сторону личной диктатуры и исламизации турецкого государства, которое по закону пока еще остается светским. Также Эрдоган ни много ни мало стремится воссоздать историческую Османскую империю. Возник даже популярный лозунг «Мы новые османы». Причем амбиции Эрдогана простираются даже дальше, чем границы бывшей империи, которую он стремится восстановить. Как зону своих интересов влияния он рассматривает не только Ближний Восток и Закавказье, но и постсоветские республики Центральной Азии и даже некоторые регионы России с высоким удельным весом мусульманского населения. Турция активно участвовала в событиях арабской весны и в гражданской войне в Ливии, обзавелась своей военной базой в Сомали. Одним из самых ярких проявлений эрдогановской внешней политики стало участие Турции в гражданской войне в Сирии. А одним из обоснований турецкого вмешательства стала якобы необходимость защитить туркоманов. Это такая группа народов на севере Сирии, этнически очень близких к туркам. Нам эта технология хорошо знакома и известна. Дескать, в соседней стране живут наши люди, надо им помочь. В Сирии Эрдоган использовал не только турецкую армию, но и всевозможные террористические группировки, например, Исламское государство, боевиков которого Турция долгое время вооружала, финансировала и лечила на своей территории. При этом Эрдоган не только стремился захватить север Сирии, но и о семье своей не забывал. Исламское государство по дешевке гнало родственникам Эрдогана ворованную сирийскую нефть, а те ее перепродавали. Был даже момент в 2015 году, когда лояльный Эрдогану глава турецкой разведки Хакан Фидан публично предложил открыть в Стамбуле официальное представительство Исламского государства. Правда, совсем недавно эта же разведка отчиталась об уничтожении главы Исламского государства Абу Хусейна Аль-Курайши. Эту операцию Эрдоган активно использовал в своей предвыборной кампании. Вот, мол, какой он борец с терроризмом. Циничная логика. Раз не удалось использовать группировку в своих военных интересах, можно убить ее лидера в интересах электоральных. Ну, автократы, что с них взять? Прежде чем перейдем, собственно, к оппозиции, поговорим о том, как эта самая оппозиция в Турции вообще существует. Режим Эрдогана демонстрирует еще одну важную вещь. Не существует никакой единой шкалы автократии, где они ранжированы по одному единственному признаку. Ну, например, по признаку репрессивности. С точки зрения репрессий за выражение публичной позиции Турция сильно опережает Россию в ее довоенном состоянии. В Турции есть уголовная статья за оскорбление президента, и множество граждан угодили по этой статье в тюрьму за невосторженные посты в соцсетях об Эрдогане. Уголовная ответственность за персональное оскорбление верховного правителя вполне себе реальность азиатских деспотий. Даже в России подобные инициативы не шли дальше депутатских заявлений. И это не единственный такой пример. В принципе, наказания за политическое инакомыслие в Турции довольно свирепые. С другой стороны, Турция – это страна, где есть легальная оппозиция, заседающая в парламенте, где в крупнейших городах власть в руках у оппонентов Эрдогана, где они выиграли выборы, и где оппозиция смогла выдвинуть единого кандидата на президентские выборы, и этот кандидат не оказался в кутузке вместе со всеми, кто его выдвигал. В общем, ни в коем случае не нужно, обсуждая турецкие выборы, подходить к ним с российскими мерками. 74-летний Кемаль Кылычдароглу сейчас самый перспективный оппонент действующего турецкого лидера. Свою риторику он строит на отрицании политики Эрдогана. Одно из главных его предвыборных обещаний – примириться с президентом Сирии Башаром Асадом. Правда, Эрдоган, не будь дурак, попытался перехватить повестку и сам стал обещать то же самое теперь. Чего вообще хочет консолидированная турецкая оппозиция в лице Кылычдароглу? Во-первых, она стремится нормализовать отношения с Асадом и в течение 2 лет вернуть в Сирию почти 4 миллиона беженцев.
которых Эрдоган годами использовал как инструмент давления на Евросоюз. Мол, слушайте меня, если не хотите, чтобы все эти люди вдруг оказались у вас. Во-вторых, Кылыч-Дароглу обещает устранить сверхполномочия президента, усилить парламент и вернуть независимость Центральному банку. Последний вопрос не праздный. Своими вмешательствами в монетарную политику Эрдоган разогнал инфляцию до такой степени, что ценники менялись буквально каждый день. Кылыч-Дароглу выступает за сближение со странами Запада, Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом. Это в-третьих. Формально Эрдоган тоже вел Турцию в Евросоюз, правда, за 20 лет так и не довел. Так что теперь страна еще дальше от вступления в Содружество европейских государств, чем раньше. Также Кылыч-Дароглу обещает своим согражданам безвизовый режим с Евросоюзом, а самому Евросоюзу гарантирует в случае своего избрания исполнить решение ЕСПЧ и отпустить на свободу политических заключенных. В том числе видного курдского политика Селахатина Демитраша. Сторонники и западные наблюдатели ждут от Кылыч-Дароглу, если он победит на выборах, отказа от непомерных имперских амбиций. Ждут, что глава страны наконец-то сосредоточится на внутренних проблемах. Одна из самых насущных проблем нынешней Турции – курдский вопрос. Курды – один из крупнейших разделенных народов, не имеющих собственного государства. Они массово проживают на юге Турции, на севере Сирии и на северо-западе Ирака. Иракские курды – это совершенно отдельная история, с ними у Эрдогана особые отношения. А вот сирийских и турецких курдов, которые имеют потенциал для объединения и претензий на свою государственность, Эрдоган пытается задавить грубой военной силой. Доходит до применения бронетехники и артиллерии против своих же граждан. Курды для Эрдогана еще и своего рода громоотвод. Проводя с помощью исламского государства и других террористических группировок свои многоходовочки в Сирии, Реджеп Эрдоган сам же наводнил свою страну всевозможными вооруженными фанатиками. Теракты для Турции, к сожалению, обыденность. А для Эрдогана обыденным стало обвинять именно курдов во всех террористических атаках. Даже если взрыв произошел на курдском рынке. Мол, курды сами себя взорвали. Сговорившись заодно сразу, кстати, со всеми противниками Эрдогана разом. Так и говорит. Очень удобно. Кемаля Кылыч-Дароглу сложно назвать курдофилом. Он в прошлом тоже допускал антикурдские высказывания. Однако сейчас решающими для него могут стать голоса именно курдов. Прокурдская партия, партия демократии и народов, не стала выставлять своего кандидата в президенты, поэтому ее сторонники – потенциальные избиратели Кылыч-Дароглу. Они ни при каких условиях не проголосуют за Эрдогана. Но вопрос в том, придут ли они на выборы вообще, или решат игнорировать или бойкотировать. В настоящий момент Кылыч-Дароглу – единый кандидат от целого конгломерата различных оппозиционных сил, получившего название «Национальный альянс» или «Стол шести». В него входят 6 разных партий. Прокурдская партия демократии народов в «Стол шести» не вошла. Но поскольку Кылыч-Дароглу обещает выпустить политзаключенных и независимых журналистов, и оппозиционеров, и курдов, он может получить и голоса многих представителей этого народа. В случае победы Кемаль Кылыч-Дароглу получит почти неограниченную президентскую власть. Сторонники надеются, что он на первых порах воспользуется ею, чтобы без приволочек реабилитировать жертв политических репрессий. А уже потом исполнит свое обещание и снимет с себя значительную часть полномочий. Фигура Эрдогана в России плюс-минус известна. Но кто вообще такой Кемаль Кылыч-Дароглу? Это политик, который обратился непосредственно к избирателям с помощью видеороликов в соцсетях и представил свою кандидатуру как объединяющую и доброжелательную для всех. Он показывает спокойную, предсказуемую альтернативу. Возможность для Турции перейти от эпохи Эрдогана к следующему этапу. Многие сейчас называют эти президентские выборы последней возможностью перемен. Будучи лидером Республиканской народной партии, самой крупной политической силы в оппозиционной коалиции, партии, основанной самим Ататюрком, Кемаль Кылыч-Дароглу, тем не менее, не считался особенно вдохновляющей или динамичной фигурой. Никто не думал, что он всерьез может потягаться прямо с Эрдоганом. Однако, несмотря на то, что его партия традиционно отстаивает светские ценности, Кылыч-Дароглу в ходе предвыборной кампании удалось переманить на свою сторону значительную часть исламистов. Сам Кылыч-Дароглу – алевит, не путать с алавитами, это совсем другое дело. Это такое религиозное меньшинство примерно в 5% населения Турции.
Были опасения, что в стране, где преобладают мусульмане-сунниты, за Кылыч Дароглу никто не проголосует. Но в недавнем видео он честно заявил публике: «Я алевит, я мусульманин. Бог дал мне жизнь, и я не согрешил». Эта откровенность вдохновила многих. Видеоролики стали одним из основных способов общения Кылыч Дароглу с избирателями. Он записывает их, сидя за столом на кухне, и обращается непосредственно к гражданам. Эти послания полны надежд и оптимизма. Кылыч Дароглу даже называют турецким Ганди за его манеру поведения. Ну и за то, что в 2017 году он возглавил Марш справедливости, шествие в знак протеста против реальных тюремных сроков государственным служащим и активистам. «6 февраля этого года случилось непредвиденное обстоятельство непреодолимой силы, которое всерьез расшатало трон под турецким султаном и подарило оппозиции шанс на победу на выборах. В Турции произошло чудовищное землетрясение, в результате которого погибли свыше 50 тысяч турецких граждан, и более миллиона остались без крова. А ведь Эрдоган так старательно до этого строил свою предвыборную кампанию на вопросах внешней политики. Говорил, мол, избавимся от влияния Запада, завоюем подлинный суверенитет. Но землетрясение вынудило его переключиться на неудобную ему тематику – внутреннюю политику, от которой Эрдоган как раз-таки хотел граждан отвлечь. Люди безо всякого землетрясения устали от затяжного финансового кризиса. Индексация зарплат и близко не поспевает за растущими ценами. А русские туристы и иммигранты хоть и привозят в страну валюту, но этим экономику такой большой страны не вытащишь. Из-за землетрясения резко обострилось внутреннее недовольство. Этим сразу же воспользовалась оппозиция, назвав нынешнюю власть недееспособной в условиях катаклизма. В ответ Эрдоган пытается мобилизовать ту часть своего электората, которая засомневалась в своих симпатиях, с помощью геополитических аргументов. В ход идут воинственные заявления в адрес США и Греции. Занятно, что де-юре это союзники Турции по НАТО. Кроме того, проэрдогановский министр внутренних дел Сулейман Сойлу на всякий случай заранее объявил возможную победу оппозиции государственным переворотом под руководством Запада. То есть, если Эрдоган победит, то все окей, а если проиграет, то тогда госпереворот. Сулейман Сойлу и сам Реджеп Эрдоган, чтобы переключить внимание избирателей, регулярно упирают еще и на тему ЛГБТ. Дескать, оппозиция, если придет к власти, уничтожит традиционные семьи и будет насаждать однополую любовь. Знакомо. Тут Сойлу и Эрдоган напрямую лгут, конечно. Против них объединились 6 партий очень разных, с разными взглядами. Консолидирует их лишь желание сбросить Эрдогана. Вопрос прав ЛГБТ эти партии всю дорогу как раз намеренно не поднимали, чтобы лишний раз не конфликтовать. Эрдоган – классический популист, прям как из учебника. Он регулярно совершает поступки и ошибки, которые не свойственны автократам нового типа. Самый яркий пример – прямое управление монетарной системой. Эрдоган регулярно берется за рычаг станка и печатает столько денег, сколько ему нужно. Именно в этом кроется причина вялотекущей макроэкономической катастрофы. Турецкая лира только за последние 5 лет обесценилась в 4 раза. Любые проблемы с бюджетом Эрдоган решает механическим насыщением страны деньгами, и их стоимость закономерно летит в пропасть. Даже Лукашенко понял, что можно делать почти что угодно, только не трогать печатный станок. Не устраивать макроэкономический коллапс, не утрачивать монетарную стабильность. Даже на выборы Эрдоган идет с обещанием новой волны девальвации. В припадке предвыборного популизма он обещает поднять госслужащим зарплаты на 45%. Сделать это в нынешней бюджетной ситуации можно только одним образом – новым раундом печати денег. Эрдоган в этом смысле ведет себя как карикатурный властелин. Он говорит народу: «Если вы за меня проголосуете, я всем вам раздам много хрустящих денег». А что, деньги эти не будут ничего стоить? Что с турецкой экономикой и без того балансирующей между стагнацией и рецессией может случиться уже полная катастрофа, из которой не будет выхода? Что национальная валюта может угодить в инфляционную спираль и просто рухнуть, составить компанию валютам Венесуэлы и Зимбабве, которые стоят дешевле бумаги, на которой они напечатаны. Вот со всеми этими проблемами Эрдоган будет разбираться уже после того, как получит искомое продление собственной власти. С другой стороны, этот широкий жест говорит о том, что в политическом отношении Эрдоган совершенно адекватен. Он здраво оценивает свои шансы и понимает,
что выборы для него не будут легкой прогулкой, что есть вполне реальный шанс пролететь мимо переизбрания. Прямое обещание всем раздать денег за выборы, фактически прямой подкуп избирателей, это шаг вполне себе отчаянный. От хорошей жизни таким не занимаются. Согласитесь, необычная ситуация. Классический, вроде бы персоналистский автократ обещает избирателям золотые горы не в рамках электорального ритуала, а потому что не может зачистить оппозицию, не может нарисовать себе выборы. В случае России и Беларуси мы обычно говорим о косвенном влиянии выборов на настроение элит и на стабильность системы, потому что наши автократы не могут формально проиграть. Но в Турции, когда откроют урны для голосования, там посчитают бюллетени, которые в них лежат, и Эрдоган имеет все шансы потерять кресло президента. Такая перспектива вполне реалистична. Соцопросы показывают единичные проценты отрыва двух главных кандидатов, причем с небольшим перевесом оппозиционного. Так что все будет зависеть от одного единственного обстоятельства. Кто сможет лучше мобилизовать свой электорат? С точки зрения кандидата оппозиции, главный вопрос в том, придет ли на участки та самая урбанизированная, образованная публика из крупных городов. Ну и курды. По всему видно, что вероятность активного участия избирателей высока. Это выборы с очевидной интригой и очевидным же шансом на перемены. Но нужно понимать, что Эрдоган подходит к выборам с поддержкой примерно половины избирателей. А значит, несмотря ни на что, статус-кво со всеми его проблемами имеет существенную общественную поддержку. Даже трагические последствия землетрясения не смогли обнулить шансы Эрдогана до каких-то драматически низких цифр. Вот еще одна интрига. Всего за 3 дня до голосования из президентской гонки выбыл кандидат, который на старте кампании имел почти 10% поддержки. Мухаррем Индже. Его даже не успели убрать из бюллетеней. Формально за него можно проголосовать. Но кому отдадут голоса его сторонники и придут ли они на выборы вообще, не знает никто. На результаты выборов могут ощутимо повлиять сразу 2 неизвестных. Сторонники Индже и курды, у которых нет своего кандидата в президент. От них, а еще от турецкой молодежи зависит результат. Либо это будет второй тур 28 мая, либо кто-то победит в первом туре. Надо сказать, что второй тур обычно играет на руку именно оппозиции. Он мобилизует и воодушевляет именно протестный электорат. С выборами в парламент все сложнее. В них принимает участие аж 26 партий. У провластной и оппозиционной коалиции примерно равная поддержка. Но тут уж второго тура не будет, мандаты распределятся пропорционально числу голосов. Никто из аналитиков не верит, что стол 6 сможет набрать квалифицированное большинство, то есть такое большинство, при котором можно вносить изменения в Конституцию без оглядки на другие партии. Но даже если стол 6 наберет хотя бы обычное большинство, непонятно, как собирается работать коалиция, объединенная только по принципу нелюбви к Эрдогану. Формально у стола 6 есть меморандум о координированной работе в случае победы, но документ написан общими словами и ни к чему не обязывает. Кто победит на президентских выборах, неизвестно. Между тем, по словам оппозиции, многие родственники, соратники и близкие к Эрдогану бизнесмены на всякий случай вывели за рубеж свои активы и даже обзавелись видами на жительство за границей. А то мало ли что. Про Турцию есть один очень важный, но малоизвестный факт. Это 18-е государство в мире по численности населения и при этом 7-е на планете по количеству пользователей Твиттера. В условиях наступления на независимые СМИ их роль на себя взяли социальные сети. Прогрессивная часть турецкого общества, уставшая от султана, от его имперских амбиций и от репрессий внутри страны, имеет огромный потенциал для самоорганизации и осязаемый шанс победить. Самое главное, скольких граждан удастся привести к избирательной урне. Все это мы узнаем сегодня вечером. Результаты будут доступны, по всей видимости, ближе к ночи, хотя бы экзит-пулы, а может уже и начнутся подсчеты. Так что за всем этим будем наблюдать. До завтра.